слушая, мы не можем иметь свою точку зрения. Мы беззащитны перед информацией. Даже ложь несколько раз, вошедшая в наши уши, становится правдой. Меньше слушайте, что вам говорят, и больше делайте и думайте. Хотя бы начните с того, что уберитесь. В стране давно пора убраться. Одна пожилая женщина, которая мне помогает немножко убираться в городе, в Пушкине. Она злится на пожилых людей, которые занимаются скандинавской ходьбой с палкой. Чего вы, говорит, ходите? Куда вы ходите? Это, говорит, скандинавская ходьба. Скандинавы сначала убрались у себя, у них чисто везде, дорожки чистые, и ходят по этим дорожкам. Чего вы ходите? Палки эти бросайте, берите ведра, мешки, убирайтесь в конце концов. Такая же нагрузка будет, но от вас польза хоть какая-то будет. Хотя бы этим делом заняться. Убраться у нас в стране давно уже пора. Делайте то, что считаете правильным. Тут целый монастырь. Нет, это не то. Это, Я думал, это заставка. Сейчас. Я думаю, нифига себе, тут мы заехали. Ну, там не меньше было на самом деле. Ну, вот мы сейчас стоим на этом месте. Вот там этот храм стоял, вот этот вот. Куча. Вот этот вот холм. Вот этот храм. Вот. А вот там колокольня была. Вот здесь вот пол Андрей откопал, вот здесь. Ну да, там прям пол. Видим. А где алтарь Вот. или какие? Это вот оттуда вид, оттуда. Ага. Вот этот храм. Этот вот здесь вот. Блин, да. Нехило, да? Не хуже Анкорвата, да? Оконная, да? С почином, Глеб Блин, давайте ее можно выехать продать. Металла можно еще насобирать. Надо КамАЗ пригонять, Вадик. КамАЗ надо пригонять. Стоп. Вот это уже фундамент пошел. Все, стоп. О! О, отлично. О. Я так понимаю, что это верхушка от этого. Видите, какой крест? Буду тут народ пикник устраивать. А? Как площадочка, а? Здесь хора стояли, видишь, все. Там вон есть, наверное. Кто есть? Там вон такое. Чего себе. Я ушел из спорта как раз. Буквально на грани. Все ребята, мои друзья, по боксу все бандитами стали. То есть секции все. Это было
это в 91 году, вот так, 90-91 год. Все секции там, карате, бокса, все они потом оказались под группировками какими-то. Ну, потому что ребята все сильные, волевые, кого использовать в качестве бойцов, естественно, подготовленных. Я как раз увлекся церковью, а ребята мои вот пошли все в бандиты. Кого убили, кто там в бегах был там годами, потом вот сейчас с одним общаюсь. Батюшка, благословите на крестный ход пройти. Царю небесный, утешителю души истины, и святей царстве страстотворцы, молите слава тебе, Боже наш, слава тебе. А в крестный ход люди ходят за какими-то изменениями. Кто-то хочет изменить что-то в своей жизни, кто-то хочет в своей душе изменить, кто-то хочет, чтобы изменилось наше общество или наша страна. Что я хочу? Вот чтобы духовнику, отцу Андрею дали приход в центре Москвы. Да. Вот. И вынесли труп Ленина, вот, допустим, выкинули или сожгли. Я бы сжег его в бочке, бы, допустим, бы. У меня опыт есть. Вот, так что потом развеял бы его в сторону Запада. Можно было бы труп Ленина сжечь, зарядить его в ракету и выстрелить в США. Вот, конечно, плохо желать зла другим, но нам уже достаточно этого. А что еще можно было бы пожелать в этом ходе крестном? Конечно же, чтобы у нас установилась монархия, чтобы Владимир Владимирович наконец обрел настоящие права на престол российский, вот, и не унижался выборами и всеми различными такими процедурами, которые унижают его достоинство. Нет, ребят, пока действительно Ленина не выкинут, жизни никакой не будет. Никакой жизни не будет. А связь какая? Связь какая? Это просто уже станет окончательным итогом, что изменилось общество, оздоровление общества. Конечно, ну просто такой символический жест, уже оканчивающий эпоху. Общество берет и, ну неважно, чьи останки, сжигает в бочке. Да. Это же, ну я не знаю, это... И потом еще заряжает в ракету и Да, стреляет на но запад. это странное развитие общества. То есть, что это? Мы не ищем легких путей. Развитие куда, да? Наверняка у кладбища был какой-то заборчик, наверняка. Вот. И потом люди, когда там дома строились, конечно, не этот дом, другой дом. Вот эти границы все равно, они как-то сохраняются и переходят одна в другую. И главная стена, вот которую мы нашли, вот основание Точно, стены, она да. есть. Не, ну хорошо. Не важно, где люк делать. Сейчас мы тогда вот что сделаем. Я говорила, что он все придумал. Запилимся. Скручивайтесь. Раскручить? Раскручивайтесь. Соберем. Не, это все, это мы все соберем. Господь видит наши мотивы. И поможет нам избежать наказания. Не до конца Не зря уже он сказал, припорошила. Вот так вот. Не, мы очень аккуратненько все в самом углу. Диван задвинули и сейчас линолеум закроем, как будто ничего не было. Чуть даже можно не восстанавливать, правда. Ну, дуть будет там, да. Хотя Это кому- вентиляция.
Здесь надо, конечно, вот эту халупу просто Все, сносить. сносите, начинайте. Все. И здесь уже такое обследование, прям Да. фундамент полностью открывать. На этом месте укреплять его. Храм восстанавливать по чертежам. И там все надгробия, которые будут. По крайней мере, мы сюда заглянули. Хоть плюну туда, что ли. Оставлю место. Все. Ну все, Мы отлично. ничего не трогали вообще. Так, теперь нам покопать мы хотели. Игорь снял как бы формально до сентября. Хорошо. Я как дура с этим ношусь. Никого это не интересует. Это же самый кайф, когда тебя интересует то, что больше никого не интересует. Как вы считаете? Если кого-то уже не интересно, давайте фонарик. Не знаю, мне как и я, когда это все начала находить. Один раз рассказываешь и все, и никому не интересно. Мне кто-то предложил, говорит, давай домой утащим. Нельзя. Без проблем, я домкрат взял, доски положим, вытащим и отвезем. А то вы знаете, хозяин что-нибудь взглянет в башку. Да, Демоны, они работают. да, я уже поняла. Смотрите, вот такой был храм, макет его. В 2014 году он тут такой стоял уже. В 2014 году это часовня. В принципе, там было 50 прихожан. Основная жители. Ничего, облегчение фундамента. Вам на огород поставим в огороде. Там можно просто будет... В огороде что? В огороде можно будет промыть мыльцем без мочалки. Прям тык-тык-тык-тык, все натер. И это, струю смыл, он будет белоснежный. Я зацепился, взял. Подняли, пошли. Что, нормально, держишь? Да. Все, пошли. Идем, нормально. Кому тяжело, сразу говорите, не терпите. А то сломаться можно. Вот узор какой. Теперь все видно, да. Было ваше. Соседи смотрят. Правда наш? Они прямо здесь, он качается. Прям. И свободно. Рука. А куда это все складировать будем? Вам на огород. Нет, это нет. Ну а что, рядом с надгробием? Да, на гробе взяли, все теперь. Теперь не отвертитесь. А то он придет ночью к вам. Скажешь, куда мой надгробие вытащил? Не, ну нормально люди живут, да? А? Вообще. Спать здесь. И знали. Да? Они знали? Да, конечно. Я же рассказывала, что когда этот инвалид войны Радичкин, ему предложили это место, его жена просто умоляла его не брать, потому что это было место под сгоревшим храмом. Он сказал, я не буду жить далеко там на Школьной, на полях, я буду жить здесь. И вот они построили здесь дом. Могила вскрыта. Нога на груди лежала. Я до головы дошел и стал чуть расширяться. Если могила вскрыта, могли, конечно, расточить всякое. Там, если Евангелие было, крест какой-то. Ну, что-то мы найдем. По крайней мере, помимо мужчина, женщина. Ну, могила прям под надгробием. Розовый, как это. Они вообще мне подходят. Да, майку твою одену. Слушай, я переволнуюсь. А что волноваться? Нормально. Правильно делаю. А? Правильно. Конечно, правильно. Нет, неправильно вот здесь жить. Неправильно. Понимаете, одно дело, когда
Слушай, ну это надо как-то... А вы уже все это Чё? засняли? Конечно. В тюрьму как садись? Только вот по документам, Саша. Вот, может, его специально прислали по ГПУ. Чтобы меня как тормознуть. Я зубы ищу. Они, бывают, вылетают. Вроде были все. Нашел резец. Еще бы один найти было бы здорово. Угу. Еще один и полный порядок. Короче, штаны мне не нравятся, но вот эти карманы, я вечно из могилы вылезаю, у меня полные карманы земли. А мне сколько уже могил скрыл в этих штанах? Сейчас не помню. Может не уйти, а вы вытряхнете. Да нет, все. Это вообще из Академии Сеченова голову Ленина выбросили. Местный житель притащил к себе на дачу. Жена его с этой головы выгнала. Он эту голову отвез в автосервис. А за автосервис я забрал, и ребят на ней курили. Вот. Я подумал, здесь она будет уместнее. Сталина нашли в Щелково, когда дом строили. Котлован рыли, и экскаватор наткнулся на камень. Оказался вот бюст Сталин. Я его поставил под Ленина. Есть у Маяковского слова: «Я себя под Лениным чищу». Ну да, здесь вообще на самом деле там яма. Я решил сделать инсталляцию, думаю, надо могилу вырыть и там пустой гроб поставить. Где копать? Пришел здесь, начал копать и наткнулся на старый подпол. Я не знал, что он здесь, по-моему, кирпичом выложенный. И мы давно уже не открывали его. Вот наверх перенесли, потому что там гроб гниет, вот такой пустой гроб. То есть это сделано для этого? Сделано, места? конечно, да. А для смысла? Может, Воскрешение. Символ, пустой гроб, символ воскрешения. Человек ушел. Что такое патриотизм? Я спрашиваю у патриотов, чем отличается земля в России от земли в Америке? Ее не Бог создал, землю, там дьявол то полушарие создавал, что ли? Нет, тот же Бог, с той же самой любовью, теми же самыми руками, та же самая земля. Никакой разницы нет. Есть одна разница – могилы. Все, их не унесешь. И защищая землю, мы защищаем, ты защищаешь, мы защищаем могилы. Это осознать надо. Это действительно все встает на свои места. Ты защищаешь не просто какие-то, особенно сегодня, говорят, вот случись война, никто не пойдет воевать, потому что все олигархи захватили. Это правда. Нашей земли уже нет, все их гектары там и прочее, там в Щелково, у меня много знакомых там оттуда. 25 лет сидела эта глава, он весь Щелковский район скупил. Просто вся земля – это бывшего главы Щелковского района. Какую землю защищать? Воскреснет то же самое тело. Поэтому мы сохраняем косточки, поэтому у нас есть практика почитания святых мощей. Что такое мощи? Отработанный материал. Мне как батюшки спрашивают, я уже 4-й год занимаюсь снесенными погостами, это отдельная совершенно тема, если хотите. Мы ее подвинем, не хотите. Будем дальше о Маяковском говорить, хотя с Маяковским это очень сильно связано. И мне, значит, отцы говорят, что ты их там беспокоишь? Я говорю, извините, они говорят, потому и покойники, что они в покое, там, под землей, там все. Я говорю, я их беспокою не на кладбище. Я не прихожу на кладбище, не отодвигаю в сторону памятник с распятием Господа Иисуса Христа, не выкапываю. Я их ищу на помойках, в лесу, где там жарят шашлыки, занимаются спортом, под дорогами, под домами. Вот, человек – это мощи.
И причем они даже в костях человек прекрасен. Когда я могилы вскрываю, батчик обретаю, потом вот здесь вот на даче Маяковского их промываю все, здесь вот промыто там 15 священников на даче Маяковского. Это же, понимаете, это же символично. Это то, что государству, системе неприятно, когда человеку ставится памятник. Они хотят, чтобы мы были материалом, который, отработав, просто исчезал. А кладбище – это единственная для большинства людей надежда на выделение из толпы, на то, что тебе будет поставлен, именно тебе будет поставлен памятник. И это как раз и есть вот некая идея христианства в том, чтобы каждый человек был выделен из толпы, каждый человек был единицей, был личностью. И вот почему сносились кладбища. И вот мне отцы говорят: ну и что под помойкой? Это священники мне говорят. Ну и что под помойкой? Под землей же нет помойки. Хочешь сказать, мама, папа у тебя умрут, ну закопай ты их под помойкой, какая там чистенькая все равно, какая разница где, зачем на кладбище, зачем крест ставить и все. Ну, когда мы о нашем, это наше. Вы так говорили? Вы так им сказали? Так и сказал. А он что вам? Ну, поэтому меня в 2016 году сняли с должности настоятеля. Мои друзья говорят, сняли и сняли, хорошо, человек был 17 лет настоятелем, храм построил, был 60 квадратных метров, стал 700 квадратных метров. Хорошо, дайте ему кусок земли где угодно, мы ему построим храм. И опять настоятелем будет. Он должен быть вот самостоятельным человеком, не должен быть там по кем-то. Не дают землю. Не дают. Я говорю, вот, никому не нужна земля. Причем я даже храмы старые нахожу там. Все, я говорю, вот я восстанавливаю. Нет, нет. Я, понимаете, я как свой среди чужих и чужой среди своих. Давайте, вы либо меня отпускаете с миром, либо там, наказываете меня. Ну что же вы меня морожите-то? Они меня раз на одном месте, и все, и никуда. И там, проповедовать не разрешают в храме, там все. Ну, как в какой-то изоляции держат. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Древлю бат, несущий создав имя, его образом Твоим божественным почти, преступлением же заповеди, аки меня возвративы в землю от нее же взят был, мое же поподобие возведи, древнюю добротою возобразить вися. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Упокой, Боже, рабы Твоя, и учини я в раи, и держи лице святых Господи, и праведницы сияют, яко светило. Инструмента нет. Фамилию посмотри. Скончался в 1756 году. Этого было 60 лет. Нет сорочка. Или табличка какая-нибудь старая. Сейчас, подождите. Все интересно. Убедительно, что нужно. Что нужно? Такая, значит, металлические таблички, воткнутые в землю. Вот она металлическая, воткнутая в землю. Все, мы сейчас возьмем на время, потом вернем. Она металлическая? Растительность Семенова Галя. 15 лет, скончалась в 42 году. Подержи крестик. Думаешь, это... Да нет, я не думаю, ну отношение? просто интересно, кто это. Лежит памятник среди лазарика, старый. Человек умер в 1856 году. А вдруг кто-то известный человек. Ну как это может быть? А? Че? Как он может быть известным, если все в таком А я возьму и сделаю его известным. Я просто даже найду, вот, попробую, что это такое, где фамилия какая-то. В чем
вкусно. Что вкусно? Память. Импровизированная лопата. Иван Александрович Левицкий, коллежский советник. Чиновник какой-то. Ты хочешь сказать, он заслужил это? Что? А, вот в таком состоянии, что был память? Да нет, я вообще не думаю. Я просто думаю, что все это потому, что родственники уже тоже умерли. Ну да, но мы-то не умерли. Вот, как минимум, человек достоин того, чтобы памятник не лежал в центре Москвы, а стоял. И здесь был первый храм Ваганьковский. Это на месте престола, эту ротонду оставили, а потом храм перенесли. А на месте престола вот такой памятник. Да, это соорудили на месте престола. Храм упразднили, но место престола святое. То есть есть такое правило, что при освящении храма зданию дается ангел, который не отходит, даже если храм разрушен. Он навсегда остается, но просто он страдает, если, допустим, ангел на помойке стоит. Я вот 7 храмов нашел, все на помойках, и вот 7 ангелов порадовались. Вообще, я могу сказать, что когда речь заходит о могилах, происходит какая-то мистика. То есть всегда возникают проблемы, очень серьезные проблемы. Даже с фундаментами храмов такого не происходит, а вот с могилами, кто касаешься могилы, обязательно какие-то начинаются неприятности, причем не обязательно связанные вот с работой на этом объекте. Там не просто кто-то там возмущается, а там либо в семье, либо там на работе, либо просто извне откуда-то приходят трудности какие-то, и эти трудности, ты потом понимаешь, они призваны тебя выбить из колеи, то есть, чтобы ты бросился. Вот, у меня есть определенная технология упаковки останков. Я поначалу там, когда не разбирался в костях особенно, там, правая рука в одном мешке там подписано ПР, правая рука, левая рука, в другом ЛР, там правая нога, левая нога. Сейчас просто я беру череп, убираю в один пакет, позвоночник в один пакет, правую сторону полностью в один пакет, левую в другой пакет. С ребрами, с костями, все это. Мы-то мне провалимся? Такое ощущение, как будто под нами уже там. Вот, красиво уже. Красиво и очевидно. А, когда он это, из дома как раз уходил, да? Ванечка, привет. Ну что, сделал? Здравствуйте. Борюсь. Закопали, да? Да, могилу я закопал. Вон, товарищ, вон внес. А, вы, товарищи, В собрали? голубом пакетике, да. Смотрите, он все копал, он знает, что здесь. Он понимает, что если мы вскрыли пол, мы все увидим. Да. Здесь тоже надо, Игорь, знаешь, Ну, ладно, такой давайте дурака включать. дипломатично. Я не дурака, я дипломатично. даже. Ну, человек это единственное как бы какое-то имущество, с которым он может доживать
Совершенно свои дни, старость, ну, как, да, встретить. Надо просто сначала... Это понять, наверное, надо принять. Я думаю, надо бы так сделать. Сначала, может, какая-то аренда. Батюшка, я вам нужна? Да нет. Я сейчас пойду договор сделаю, ладно, аренду, чтобы это у меня был уже готов. История всплывает из мрака. Сергей Заремович, добрый день. Это Татьяна Владимировна, вот из Вягина. Я вам все звонила. А теперь, ну вы что-то... Да, смотрите, мы нашли еще 4 угла фундамента бывшего церкви. Да, то есть вот то, что он был, теперь мы их нашли физически. Вот, хорошо было бы заключить договор с археологами и поставить эти 2 археологических объекта на охрану как объекты культурного наследия. Задаешь конкретный вопрос. Ну вот можно полчаса ни о чем говорить. Они могут и годами говорить. Ну что? Это все делается, вы понимаете, для чего? Это большая речь. Придать солидность. Каждые 10 минут это плюс 50 тысяч к их работе. Это сложно, понимаете? 50 тысяч, 10 минут, еще 50 тысяч. Уже там, он говорил, на 150 тысяч его работа стоит. А делать, вот, бери лопату и в говне ковыряйся. Здесь сейчас, вот мы говорим, могила, я сейчас высыпал песок, да, из головы. А что в этом песке? Здесь мозг. Куда он делся? А что ты, Саш, думаешь, после смерти происходит? А вы как думаете? Я первый задал вопрос. Так быстро не ответишь. Я не знаю. Раньше казалось, что знал, сейчас не знаю. И вот с одной стороны кто-то говорит, вот что ты туда-сюда бегаешь, мечешься. Я делаю там, где можно. Сегодня здесь можно, а завтра уже нельзя. Это вот яркий пример в Звягино. Сняли дом. Завтра хозяин приедет и скажет, ребят, шли вон, что вы тут наделали? И все. И не будет такой возможности. Дед еще может жить лет 10, там, 20 и сидеть на этом месте, вот сегодня дамам еще. Или пригонит экскаватор, все там выметит оттуда. Поэтому я мечусь, но все, что сделано за последние годы, оно все удивительным образом сливается в одну картину. Там, раз все вместе, хлоп. И такое прям получается произведение, я бы сказал. Такое ощущение, что клубника тоже на кладбище едет. Западную сторону. Идем, собственно, к этому месту памяти Чикрыгиной. Пройдем мы с вами по вот тем объектам города Пушкина, которые вот в том числе восстановлены и сделаны благодаря отцу Андрею Дудареву. Немножко ощутим дух Пушкина. Женщины, любящие мясо мое, и эта девушка, смотрящая на меня, как на брата, закидаете улыбками. Меня, поэта, я цветами нашью их мне на кофту фата. Простите меня, очень давно не повторяла. Простите меня. И вот мы подошли еще к одному творению отца Андрея. На самом деле здесь не было никогда никаких памятников. Здесь был просто небольшой сквер с лавочками. Но также все было порушено, и он весь был заросший. Обитатели людей, вот бомжей здесь, аж в кровати в кустах стояли. И вот он
принимает решение о том, что надо поставить здесь памятник Льву Николаевичу Толстому. Как это, такую величину, да в инвалидное кресло посадить? А отец Андрей попытался им сказать, что не в стати его величия, а у него был период обезноживания, а вот именно в его взгляде, в его руках. Вот такой памятник открывали в 13 году, и было очень много здесь гостей. Поверил учению Христа и спасся. Это Лев Толстой, в чем моя вера. Ну вот, еще вот мы на одном как бы знаменном, знаменитом месте, которое создано руками отца Андрея. Здесь ничего вообще подобного не было. Это был просто пыльный треугольник, которого даже не было этой площади. Проживешь свое пока, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока. А потом, пробивши бурю разозленную, сядешь возле солнца близ и счищаешь водорослей бороду зеленую и медуз малиновую слизь. Что такое медуза? Это мечты, за которыми мы гонимся, поймали, и все, и нету этого. Вот здесь как раз отец Андрей сделал такую стену памяти, вот мимо которой мы идем, как раз вот памяти войны, памяти победы. Мы идем на могилу сразу. Здравствуйте, отец Андрей. Здравствуйте. Вот философ Виктор Петрович Троицкий, наследник Алексея Федоровича Лосева. Там на месте пообщаемся. Прекрасный лес. Смотрите, мы попали просто в райское место. Дачники сначала были категорически против этого. Это, вот понимаете, в Европе там такого нет. Их какой-то хилый лиственный лес с колючками бесконечными, через которые пройти нельзя. И вот такие совершенно фантастические. Даже на севере, даже в Британии? Ну, в Британии нет, но там тоже другие леса. Есть какие-то островки хвойных лесов. Можно с вами посвистеть? А что это за вещь такая чудная? Это Бах. Какая красота. Хочешь? Я не знаю, где он живет. Вот, но вряд ли он сейчас, мне кажется, так глухую оборону занял. Думаете, Благословите. Я думал, не застану вас уже. Да знаете, что хотел показать по Чекрыгину уже. Тут мне затесал. А там все идите туда-то. Да и лучше, я буквально с работы на минутку. Старый альбом затесался у меня. Эх, минуточку. Молиться можно. А нельзя с другой стороны подъехать, если на машине? 10 минут нет, идти 10 минут. Советский еще. Ну это по современнее. А вот этот, это мы вообще не издавали при Совдепе. Как-то надо будет подкинуть его в музей. Ну, конечно, состояние, но я его не стал восстанавливать. Какой же 69-й год. Ваш комар на щеке. Видите, комары, значит, признак весны. Все как-то мгновенно расцвело и ожило. Вот, так что я, конечно, наслаждаюсь вот этой замечательной природой. Вот это обретенная могила. Благодаря усилиям
совершенно уникального человека, священника, краеведа, родителя о Пушкине, о том, чтобы Пушкина действительно стало местом не только жизни, но и местом памяти. В 22 году Маяковский снимал ту дачу, на которую мы сейчас с вами отправимся. У него было несколько дач в деревне Акулова, но ту дачу, которую я восстановил, он снимал в 21 и 22 году. И в 22 году Маяковский с сложным мировоззрением пишет поэму про это, где последнюю главу посвящает прошению, адресованному товарищу химику, воскресить его, Маяковского. Это гимн воскрешению. И он, когда пишет эти строки, не поет ли он реквием Чекрыгину, после гибели которого, собственно, и была написана эта поэма. И Маяковский так это сформулировал. Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Не Чекрыгин ли это? Когда я сюда пришел первый раз, тут акустика была в чудовищном состоянии. Вот, я пытался как-то что-то сделать, чтобы работало. В результате вот образовалось несколько чудных устройств. О, работает все. Почему у меня не работало? Так, я вниз за стойками. Давай. Там валяются. Давай. Вроде нам больше ничего не надо. Здесь. Все остальное здесь. Дудик. Ага, ага. Сейчас, минуту. Алло? Ну вот здесь уже можно. Я пока на даче Маяковского, часиков 8 буду дома. Я не забыл про твою просьбу. Да, не забыл. Давай. Здесь съемка идет. Как дела? Ничего. А когда планируешь заканчивать? Сейчас вот вторую, третью. Минут 40, наверное, еще. Ясно. А ты там что, выбираешь их или что? Как? Ну, ты переносишь по две, по одной штуке. Ну, у меня 2 руки просто. Понятно. Так было сделано со всеми останками, которые я находил. Понятно. Вот Миш выкладываем, фотографируем. Зачем? Я не понимаю. Ну, хорошо. Для фиксации. Иначе зачем это все вообще? Вот я не понимаю, зачем. Для фиксации.
Я скоро буду. Да. Ладно, все, до свидания. Так, До свидания. Я заеду еще в этот, куда-нибудь, в этот, Давид мне чипсы и фанту. Да уже, наверное, не нужно будет. Так. А может быть Сейчас ты? уже почти 8. Нет, я уже не поеду никуда, хочу домой. Хорошо. Давай, я скоро буду. Вот этот мешок с корва, то, что мы зимой собирали по берегу, когда мне люди позвонили, говорят, мол, много костей, то, что сильная вода отступила, это из корва мешок, а это мешок, там несколько голов костей с Братовщины. Ну, то есть мужчина мне говорит, на участке у себя, там тоже старое кладбище, и он говорит, очередная партия, вот, собирайте, вот я собрал мешок. Алло? Да. Я в 9 буду дома. Да, конечно, конечно. И Давидику я все куплю, что он сказал. Такая интересная история была. Сижу в электричке. А в последнее время часто езжу в электричках. Не часто, бывает людей жалко. Вот я смотрю на одного человека, мне по-моему жалко, на другого жалко. А тут так жалко стало, мужик какой зашел парень, ну и такой же он бомжатского вида, но все равно. Ему жалко стало так. А я сижу, чай пью. Из термоса что-то там, с печенькой. И он на другом конце вагона сидел. То ли я так на него жалостливо его смотрел, что он как бы проникся, что я ему готов там, помочь что-то. Он такой подходит и говорит, дай попить. А у меня в портфеле бутылка с водой с простой. Я говорю, на. Он такой открывает, я говорю, забирай. Он говорит, отдаешь? Думал, что попьет меня, вернет. Я говорю, нет, забирай. Но я остался без бутылки. Вот теперь из термоса воду пью. То есть жалость вещь такая. Как раз свежая прям. Да, ну вот. Давидик, мы тебя поздравляем с днем рождения. Все стандартное мы тебе уже сказали. Вот, я бы хотел выпить за твою общительность, чтобы ты, как бы кто на нее не реагировал, все люди по-разному, кому-то это не нравится, кому все. Но ты должен помнить о том, что ты такой человек. И ты должен отстаивать свои какие-то качества. Вот твое качество – общительность. И ты должен просто его, отстаивая, направлять, развивать, укреплять. Вот этого я тебе желаю. Так, отходим от стола. Нет. Давай это. Не надо. А Вероничка? Папа, почему просто А ей ручки я, надо, может, испугаться. Оль. Аня? Мне. Смотри, сейчас они погаснут уже, давай быстрее. Варя, бери. Варя, бери, Давид. Варя, аккуратно. На, скорее, скорее. Так, кому? Это он, Лен. Давай, да. Искра. Что это такое? Ну возьми ее на руки. Я Иди ко мне, боюсь. Они иди. быстро очень сгорают. Иди ко мне. Ну что, гасите фонари уже. Выключай и иди за торт. Давай, вставай. Так, Лен, зажги. Лен, Не уронил. Давай. Давай, иди за торт такой. Это тоже, чем зажечь надо? Так, кому давать еще? Держи. на, Вероничка. Давай быстрее, держи, Варя. Выключай. Давай, Быстро. быстрее. Выключаем свет. С днем рождения тебя! С днем рождения, Давидик! С днем рождения тебя! Обязательно. Так, все, Андрюш, давай.
Да, можно. Вероника, я тебе силиконовый чехол подарю. Очень большой, Маша. Ты даешься, мам? Подругу она нарисовала. Ей очень портреты нравятся. А это я дал ей книжку Маяковского рисовать. Она одну картинку нарисовала. Вот еще одна. Это такой детский мир бывшего, вот, напротив, там книжный магазин раньше был. И там вот эти современные художники выставляли. Это Маяковский, да? Да. Угу. Видишь? Какой же взрослый. Но он большой. Смотри, что я купил. Почти на халяву. Заправился, а на бонусы купил. Фонарик? Хороший. А еще можно, допустим, у тебя там ключики похитить. Незаметно. Хороший. В могилу заглядывать. Ой, все, Он тут с 90-х стоит. Не проедем. Вот это да. Сволочь. Ну, с лопатой есть, в общем-то. В смысле? Что ты хочешь сказать? Здесь перекрыли. А это случайно не из-за того, что ты там рыл экскаватором? Переодеться. Начать, конечно, надо с блока, который я вряд ли, конечно, сдвину. Хотя, учитывая, что здесь вот склон, я его туда спихну. Я переоденусь. Ты что, с ума сошел? Ну, Это правда. сколько, ты просто прикинь по времени, сколько это займет. Полчаса. Что полчаса? Я закопаю и блок сдвину. Я могу сейчас переодеться и попробовать сдвинуть блок. Если я блок сдвину, закопать мне вообще 15 Ты минут. что, как ты его сдвинешь? Ломом. Не надо. Ну, здравствуйте, не надо. Ну, это просто противозаконно. А это вот за законно перегородить? Да, и вот там написано, что это зона санитарной охраны. Проход и проезд запрещен. The series is introduced by a well-known naturalist dressed in a thermal anorak with a hood drawn so tightly it exerts. And you get an idea of what conditions were like, but he was only the presenter, flown in to do his bit and flown back out again. Помнишь? Ален, фильм «Я шагаю по Москве». Он там спать собирался, а там этот работник кафе английский язык учил. На всю мощь включил там. И он повторял, он говорит: слушай, делай потише. Я, говорит, тише не усваиваю. Какая красивая, смотри. Цоколь храма. Обалдеть. Там. Я видел, цоколь храма нашел, смотри. Да, посмотри. Да. Лучше за палаткой езжай. За палаткой? Да. Ну отсюда не уедем теперь. Ну, конечно. Нет. Это вообще склеп под алтарем. Смотри, вот этот угол. Да, вот это окошко. Спускайся сюда с компьютером вместе. Вон один угол. Вот второй угол.
Вот загиб, видишь, идет? Там загиб. И вот она, алтарная часть. А вот центр, окошко. Да, похоже очень. Я в каком-то таком процессе нахожусь глобальном, ну чуть ли не там божественном. То есть вот какой-то замысел, чтобы ничто не пропало, чтобы все жили. И тут же начинаешь вспоминать, что парадоксально, казалось бы, там, священник, христианин не должен забывать о воскрешении. Но ты начинаешь вспоминать, о, ты нашел там кости, они оживут, они воскреснут. Может, потому ты их и нашел. И когда я ищу, особенно кости, я чувствую какую-то мистическую связь с теми лицами, которых я ищу, потому что я что-то начинаю узнавать совершенно неожиданно и непонятным для меня образом, нахожу какие-то ориентиры, какие-то зацепки, или как ты говоришь, там у меня чутье там какое-то, а вот это чутье, я его не осознаю как чутье, как какую-то способность, это что-то, ну, что-то извне приходящее, то есть вот я просто не сижу, я бы мог сидеть сегодня, у меня сегодня выходной, мог бы лежать на диване, там, смотреть телек, есть, сходить там с женой в кинотеатр, мы давно собираемся, никак не соберемся. Нет, мы сегодня собрались, там перекопали, за 3-9 земель идем. И вот этого вполне достаточно для чего-то такого извне, там, Бог называет, там, или там души умерших, или что-то такое, какой-то параллельный мир. Вот этого посыла физического вполне достаточно для того мира, чтобы он отозвался, ответил, и ты вступаешь в некое такое взаимодействие, и ты, понимаешь, что, оказывается, жизнь, она не только то, что ты видишь, там, чувствуешь, можешь укусить, но и что-то помимо этого, и другое отношение к смерти возникает, и другое отношение вообще ко всем процессам, которыми ты занимаешься, там, к материальным ценностям и прочее. Ну вот, если так вот. И для меня все остальное, это как бы некое, ну, поскольку там, церковь назвала это правильным, значит, вот это, когда ты живешь правильно, должно как-то подтверждаться. И я считаю, что правильно это не то, что вот кто-то там сказал правильно, и поэтому ты должен. Ёлки, так вот не хочется делать правильно, а правильно это то, что дает тебе счастье. А я с другого конца пошел. То есть я, вот что мне дает счастье, что мне дает какую-то жизненную энергию, я это осуществляю и прихожу к тому, что правильно в итоге. То есть я подтверждаю свои действия там словами, а ведь Бог сказал, что это правильно. Я это сделал не потому, что Бог сказал, а потому, что мне было интересно и радостно. И, соответственно, Бог говорит, это хорошо только потому, что Он говорит, человек, это хорошо, тебе здорово будет, тебе будет радостно, сделай это хорошо, а это плохо, не надо этого делать. Не потому, что Он не хочет, а потому, что ты это сделаешь, тебе будет не радостно, тебе будет плохо. И люди чаще всего идут как раз от Бога, то есть Бог сказал, я не буду делать. Они себя так мучают. Или Бог сказал это сделать, я буду это делать. Они заставляют себя. И получается бессмыслица. Бог хочет, чтобы мы были счастливыми, а мы что-то делаем, что-то выжимаем из себя, а счастья нету. Алена, возьми, пожалуйста, кружку. А есть еще чайку? Глоточек маленький. И я пойду копать. Наши великие чтец Маяковский. Да, Андрей? Че? Это я про тебя рассказываю. Да, что рассказывать? Чтец Маяковский. Ты великий чтец. Что ты великий чтец. Ты выучи позвоночник, а? Да? Почитай. Замечательная же вещь. Ты знаешь ее, да? Знаем, конечно. Ты человек, не корми басни. Возьми веник, подключайся. Я, пожалуйста, можно помочь? Давай. Я жду со Шукина, заведующий клубом. Давай. Сань, иди сюда. Мы вдвоем. А вдвоем? Давай, куда? Скандинавы к вам пришли. Так. Сундучок какой. Да, настоящий сундукус.
кованый, обитый железом. И просто ларчик открывался. Да. Да. Пойдем пока. Мужья, тащите его, да? Так. А я с доски заморочусь. Да, как его в угол. Так, давай, знаешь что? Как его, сломать его? Нет, сейчас его вот так. А в Багдаде, не знаете, есть проводят музей или нет? Не знаете? В Багдаде? На родине, не знаете? Вот это не В советское время он был, вот сейчас мне интересно, есть? Ну, Багдад это вообще-то другой. Не, Багдад, не, родина, Кутаисскую губернию. Кутаиск. Там, где он родился. Я думаю, это самое и есть. Обещали в 3 часа дождь. Вячеслав, детский анекдот. Да. Пушкин, Лермонтов, Маяковский нашли бутылку водки. Но дамы меня простят. И поспорили, кто лучший стишок-сочинник, тому бутылка и достанется. Маяковский говорит, рыбка плавает внизу, выпью рюмочку одну. Лермонтов говорит, рыбка плавает на дне, выпью рюмочку я две. А Пушкин говорит, я не знаю ни... Вся бутылочка моя. Детская любовь. Барышня, а можно будет прочитать стихи? Конечно. Добровольцем. Можно, да? Это нужно будет. Только, вы знаете, мы какой формат? Сейчас приедут ученые крупнейшие, маяковеды, да? Они выступят, ну, как бы мы тут пообщаемся. Вот, и по всей вероятности после этого мы сделаем такой свободный микрофон. Андрей Борисович, люди задают вопрос, вот кто сегодня... Стихи можно, Андрей Борисович, читать? Пожалуйста, читайте. Да, вот мы... А вы знаете... А вопрос можно задавать? Можно сначала послушать, а потом задавать. Хорошо? Только... Андрей Борисович, извините, а в Багдаде есть музей, работает? Не знаете? Давайте так. Сейчас мы пока молчим, потом говорят специалисты, а потом уже будем общаться. Хорошо? Бесконечные вопросы. Вот это то, о чем я сейчас сказала, что сначала скажут специалисты. Сначала деньги, потом стулья. Да, потом... Как у Ильфа Петрова. 12 стульев. Татьяна, снимай очки темные. Солнце ушло. Не говори, какая красота. Это где выкопали решетку, по которой ходил Маяковский? Ну, где-то выкопали. А это все воскрешение, тема воскрешения. Их привез сюда отец Андрей, там мы отыскали их. Это решетка да? от Знаменского храма в Курово. Знаменский храм в Курово. Фигурах говорят, вижу вам как тебе, рабов, про это говорю, что не даешь основ и горю, смотри на вещь и просто, а мне ты думаешь, иди, пойди, попробуй. Мы сегодня решили темой текущего дня рождения Владимира Владимировича избрать воскресение. Воскресение, причем тут воскресение, воскрешение, тем более смерть. Боже, не надо об этом. Давайте о чем-нибудь другом, давайте лучше о любви, давайте о политике в крайнем случае, ну и так далее. А вот это воскресение как-то, ну, если бы это не было связано с гробами, там, с кладбищами и прочее, но мне бы хотелось вот о чем сказать. Мало кто задумывался о значении понятия «погост». А я считаю, что погостить связано как раз-таки с умершими. Они пришли на кладбище погостить, какое-то время провести там для того, чтобы потом встать и уйти, то есть воскреснуть. Конечно, мы творим такое коллективное собирание образа, коллективную воскресительную работу. И не случайно здесь отец Андрей поставил как раз пятитомник Николая Федоровича Федорова. Это, в общем, не метафора совсем, потому что Федоров, он вообще видел музей, он говорил, музей – это не собрание вещей, а собор лиц. Вот посмотрите, здесь, вот в этом пространстве дачи Маяковского, а вот зато мы все здесь. Вот мы собор лиц, вот этих воскрешающих Маяковского. Вот это главное для него. Для него музей – это не просто, куда мы пришли, там посмотрели, о чем-то узнали. Это реальное, абсолютно воскресительное
такая вот творящая работа, которая ставит человека как вообще существо помнящее, любящее. И на самом деле, вот мы поем все время с вами, да, вот на панихидах церковных поем вечную память. И мы знаем, что в вечной памяти Божьей вообще никто не пропадает. И вообще ничто не пропадает, ни одна, так сказать, былинка, ни один забвенный человек, ни одна старушонка-процентщица. Никто в вечной памяти Божьей не пропадает. Что отношение к кладбищам – это вообще вот такой маркер нравственного состояния человечества. Вот как только человек начинает вот так вот утилизировать тела умерших или говорить о том, что вот 20 лет захоронения, если оно, так сказать, бесхозное, можно его стереть и туда, в эту могилу, еще кого-нибудь похоронить. Я думаю, что вот если бы Маяковскому и Толстому посчастливилось отца Андрея встретить, вот при жизни, то, наверное, бы у них вообще по-другому сложилась судьба. И, может быть, Маяковский бы не ушел из жизни. Вот. А Лев Толстой не ушел бы в Остап. Вот серьезно, абсолютно так. Потому что они боролись, на самом деле, вы об этом сказали, они боролись за христианство, которое действует в мире. Ну, не могу. Санек, возьми вот так вот. Ты должен пройти так вот. Вон туда, пойдем, вон. Грузинское вино Кейс Мараули. Очень хорошее вино. Очень хорошее. За день рождения Маяковского. Это нечеловеческие усилия, это построить, возродить. Да. А сколько ему мешали? Ну, а зимой всем талантом. помнишь, мы зимой Всегда сюда представьте. пришли. И видишь, еще и нападки, говорит, не туда церковные деньги тратишь. Я, в общем-то, вот с отцом Андреем уже как бы 20 лет вместе. Как бы так. Вот это, я понимаю, слово сейчас будет, да? А вот, и как бы мы вот вместе везде, и в храме, и тут, можно сказать, в музее. И я воспитана на нем. Восприятие Есенина я совершенно по-другому восприняла, только благодаря ему. Также Маяковского. И когда я, отработав с ним 10 лет в храме, он мне вдруг сказал: а завтра вы пойдете в музей Маяковского и будете там. Она построена дача, ее надо возрождать. Я, бабка, вы зам, да, Андрей Борисович? мне... Вы зам, Андрей Борисович? Нет, я не зам. Я в свечной лавке продаю свечки. Как прелесть. Вот, я, бабка, от свечной лавки... Как это здорово. Пойду читать, пойду рассказывать. Я ничего не знаю о нем. Я только наслышана. А вот, говорит, чего вы слушали, то и будете. Все получится, если захотите. И я вот сюда пришла. Здесь еще не было отопления. Я сидела, плакала. Мне было обидно, что он меня вот так вот пнул и оставил вот здесь. Он не приходил. Я сидела и открыла этот томик и пыталась что-то из себя. Я боялась, что сейчас ко мне придут, а мне надо что-то им говорить. И в 58 лет, я вам честно говорю, я не знала Маяковского. Я на сегодняшний день знаю 17 произведений наизусть. Потому что отец Андрей сказал, что читать по книге – это вообще неприемлемо. Я знаю, как он, если даже вот приезжают сюда из знаменитости и начинают читать, он не принимает это. Вот, и вот так вот. И вот я хотела вам тоже почитать. Послушайте. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу. Боится, что опоздал. Плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Чтобы хотя бы одна звезда зажглась на небе. И это правильно. Все-таки трогательные надо такие иногда строчки. смотреть Казалось на небо. бы, такой он, ну и внешность такая тяжелая. Да. Все-таки. А лирик, все такие равно вот в нем жил проникновенные лирик, конечно, у него да, вещи. да. А этот лиризм можно прочувствовать только в походе. Когда ты идешь по лесу, перед тобой только небо,
звезды, палатка, вода или там тропа, да? Да. Вот Маяковский прямо во всем в этом Ясное жил. дело. Да, Небо, действительно, это звезды, так костер, здорово вот вообще это всё, чувствуется. это- Как интересна судьба. Отец Андрей, я дошкольник, была воспитателем. Отец Андрей был у меня в группе. У вас отец Андрей был в группе детского сада. Какая прелесть. Вот как судьба плетет, Ну а? почему же вы с этого не начали? Начали как-то с середины. Нет, это же вот оно все тогда уравновешивается на самом деле. А сейчас я у него в группе. Мы сюда пришли зимой. Тогда, Слава, холодно было. Ты позвонил, да? Она пришла специально для нас, открыла. Мы шли до Софрина, или куда мы шли-то? Скандинавская ходьба. Да, да. Мы до пришли, Софрина. она открыла этот музей. Она открыла нам. Мы зашли, да. Она нам столько рассказала про Маяковского. Она стихи такие прочитала. Слава Я с ней Богу. договаривался, Ну, она и такое стихотворение. Ага. Когда? Наталья, это... читает, сюда Ага. приходит, читает. Мы отсюда Наталья вышли. Павловна. Сначала говорим, Она ничего не себе. читала Слава, ну зачем нам экскурсия перед походом? Она по обои, она... Вы слушайте, там слишком Ой, много какие выступлений было. Она молодцы. тоже... Ну, вот это отец Отец Андрей там он дал же уже. на могиле, он же вообще-то Есенина как-то, как мне думаю, Ну да, начинал да, читать. да. И он панихиды, сейчас не знаю, он читает нам на могиле Есенина панихиды-то как-то приключился сюда. определенное время, да. Дайте чаю горячего. Не вопрос. Давай. Какие-то дни. Его дни рождения. А, ну да, Повиновения. да. Там прям конкретно на могиле. Какие молодцы. Вот у нас в России всегда вот все хорошее дело идет от энтузиазма. Естественно. Энтузиаст ест, и дело процветает. А вот сейчас его отсюда убери, и все разрушится. Вот почему-то. Все, вот. Да. Энтузиасты. Везде Да, должно да, быть да. Энтузиазм. Ну, она Энтузиазм. сегодня И вот пришла, тоже вот смотрю. эти 90-е годы на оставили. Ну вот очень зачем хорошо. надо было сжигать? Вот стоял музей. И я помню вот этот памятник Маяковскому. Глаза черные были нарисованы. Какая Ну идиотов хватает, ну что вы. как- Завоевывать, отвоевывать. Помните, как Папанов говорил в фильме «Бриллиантовая рука»? Если человек идиот, это надолго. Приветствую. Круто, круто. Это Лара Крофт? Расхитительница Андрей, гробниц. да, вас зовут? По войне копаете, да? Да, ну, непосредственно А с вот захоронением солдат. интересная тема. Вот солдаты времен Великой Отечественной войны. Вопрос на засыпку. А какого черта в 40-е годы, в 50-е их не хоронили? Поля были вон, они открыты, сейчас они заросли лесом стали. Я такого насмотрелся, такого узнал, что это почему ужас вообще. в 60-е, 70-е не хоронили, там, 80-е, 90-е, ладно, понятно, мы там жили. Да парад помним. Победы когда появился у нас? В каком году? Сравнительно недавно. А сегодня Путин дает гранты волонтерам. А вы что, вы с ума посошли, что ли? Государство, которого вы, так сказать, руководителями являетесь, существует только благодаря этим людям, которые до сих пор лежат в канавах. Так создайте вообще министерство какое-то по захоронению, пока последний воин не будет, а вы гранты выделяете волонтерам. Как вам не стыдно? И прижимают еще потом. Вот. И это для меня, это ответ очень простой. До сих пор, вот начиная с 25-го года, для государства человек букашка. Пока ты живой, ты нужен, ты часть системы. Как только ты сдох, никому ты не нужен. Поэтому в 30-е, 40-е годы Сталин приказал уничтожить, до войны еще было, уничтожить все кладбища. 95% кладбищ было просто равнено с землей. И в 30-м году придумали кремировать. В Москве первый крематорий открыли. Для того, чтобы просто сжигать этот отработанный материал. То есть нас с вами. Солдат лежит очень много в земле. Так они, собственно, все... Бесконечное количество. У меня даже история есть с семьей связанная, что у меня в ладейном поле дед на мемориале, а он жив остался.
нормально. А еще момент такой интересный. Давай. Всё. Жетоны собирали и сваливали в кучу. Вот мы находим канавы. В основном это канавы. Вот, канава. Ведь... Ямы. Немцев как хоронили? Каждого в отдельную ямку. Не глубокая, но для каждого ямка. А наших, говорят, я вот доподлинно сам не занимался военными раскопками, говорят, наши братские могилы — это каша-малаша. Это каша, все перемолотое. Трупы сносили, танки загоняли и сравнивали с землей. Кости сдавали. Я даже такое слышал. Сдавали? Сдавали кости на удобрение. В перемешку с лошадиными, там не поймут, короче, что, где, как. Все это вот просто сдавали. И поэтому солдат много поднимаем без жетонов. Жетоны собрали, все, для отчетности. А солдаты все по канавам лежат. Я вот знаете, о чем думал? Алло. Да. Вот сегодня служу литургию. Да. Стоят там 4 бабки и мужик один. Они причем ходят постоянно, каждый вчера службу исповедует, такой бред говорят. Им бы вот, знаешь, эти надо к этому, к психиатру буквально. И я думаю, вот, собственно, то, для кого мы служим, на кого мы ориентируемся. А люди нормальные, в храм не ходят. И думаю, какой смысл? Вот мы это все это делаем, что-то. Какой смысл, думаю? Мы же для людей должны. Ну да. Для большинства. И в первую очередь для молодежи. Бабка тебе не лучше, что ли? Нет, для молодежи, понимаешь? А как же? Какой огромный храм. Он для чего работает-то? Для вот этих людей только. Но я боюсь, что... Молодежи это абсолютно не интересно. Вообще. Я тебе скажу. Это Вообще. как будто бы, я не знаю. Они говорят, а зачем это надо еще? Понимаешь, что дело? Они пытаются делать школы, чтобы привлекать молодежь, правильно? Ну это все получается очень как-то... Молодежь, которая привлекается, она какая-то вся, ну, какая-то не совсем нормальная. Что вот нормальный, стандартный молодой человек в храм не пойдет. И что-то надо делать с этим. То есть я вот считаю, что... не видят смысла никакого. Я считаю, что идея христианства, она невероятно ценная и перспективная. Но она совершенно не используется. Преподносится в таком каком-то непонятном виде. Мы, кстати, так и не посмотрели на воду. Там, наверное, красиво. Сходи. Четыре тяжелые, как удар. Кесарева, Кесарев, а Богу, Богова. А такому, как я, ткнуться куда? Где для меня уготовано логово? Если был я маленький, как великий океан, на цыпочках волн встал, приливом ласкался к луне бы, где любимую найти мне такую, как и я, такая не уместилась бы в крохотном небо и в крохотное небо.